В древних руинах Сяояня ждет немало приключений и испытаний. Например, сражение с экспертом уровня святого. Неужели это возможно, чтобы Сяоянь на одной звезде почтенного воина мог противостоять святому Доушен? Но давайте рассмотрим все по порядку. В ходе исследований руин Сяоянь приобрел армию марионеток, заполучил фрукт души зародыша и другие сокровища. Но что важнее всего, он найдет скелет эксперта уровня святого и возьмет кость для тела Яолао. Это скелет того самого святого хозяина этих руин. Однако не все так просто, ведь за него сражались эксперты Золодуш во главе со старым призраком Джайсином. Они нацелились на скелет, который неподвижно сидел на каменном троне. Сяоянь внимательно сфокусировался, сканируя мертвые кости, а затем понял, что он слегка двинулся. «Этот скелет святого жив!» – шокированно произнес Сяоянь. Джайсин и другие все ближе подходили к каменному трону, а Сяоянь среагировал моментально, быстро схватив Цзиянь с Цилинь и резко отпрыгнул назад. В это время группа старого призрака Джайсина вступила в радиус нескольких метров от таинственного скелета. Это кости элитного святого. Глаза Джайсина горели огнем, глядя на такие сокровища. Он сделал пару шагов и схватился рукой за скелет. Когда его рука почти коснулась скелета, пространство исказилось. В нем сформировалось множество острых шипов, часть из которых пронзила руку Джайсина. Несколько капель крови упали на сидящего скелета. Кровь, словно вода в песок, впиталась в кости. Глаза Джайсина сузились, когда он почувствовал отголоски жизни в давно мертвом скелете. Да, все верно. Этот скелет святого оживет, и мы увидим невероятное сражение с экспертом, который при жизни был святым. Так что даже скелет был мощным оружием смерти. Джайсин громко воскликнул: «Уходим быстро!» Сам он молниеносно рванул в обратном направлении. Другие эксперты Золодуш были недостаточно быстрыми. Белый скелет поднял голову, и в его глазницах вспыхнул красный огонь. Рев, подобный грому, вырвался из его рта. Звуковая волна настигла мастеров Золодуш в одно мгновение. Их тела разорвало так же легко, как бумагу. Старый призрак Джайсин, хоть и успел отойти подальше, тоже получил мощную отдачу. В результате одна единственная звуковая волна собрала богатую жатву из сотни экспертов, среди которых была пара элитных почтенных воинов. Атака, которая может убить даже почтенного воина. Группа Сяояня не пострадала, потому что успела вовремя отступить. Однако волосы на их головах приподнялись от ужаса, когда они увидели мгновенную расправу над многими экспертами. Почему скелет, который был мертв в течение бесчисленного количества лет, внезапно ожил? Виной всему была свежая кровь, попавшая на его поверхность. Кости пришли в движение. Сяоянь велел своей группе быть крайне осторожными. Сяо Исянь кивнула наравне с остальными. Если они сейчас допустят малейшую оплошность, то это место станет их могилой. Скелет сделал пару шагов, а затем прозвучал его древний, чуть хриплый, безразличный голос. «Те, кто вошел в мои руины, умрут». Все присутствующие насторожились. Хотя этот скелет не обладал истинной силой святого, но его мощи достаточно, чтобы уничтожить почтенного воина одним ударом. Другими словами, этот скелет обладал мощным отпечатком души святого. Джайсин призвал всех объединиться, чтобы вместе победить его. Однако никто не хотел становиться первой жертвой в этой битве. Сяоянь с улыбкой предложил, чтобы первым атаковал сам Джайсин, ведь именно он пробудил это существо. Глава Танчжэнь и другие поддержали этот план, добавив, что в противном случае им придется сражаться не только со скелетом, но и с самим Джайсином. Тот, естественно, нахмурился, понимая, что его загнали в угол. Он не мог отказаться, иначе потерял бы лицо и сам стал мишенью. После короткой паузы он начал окутывать свое тело защитной доуци, укрепляя физическую броню. В этот момент старейшина из племени Небесного Феникса напомнил, что скелет способен восстанавливаться, поглощая кровь. Его цвет становился все более насыщенно красным. Следовало действовать быстро и решительно.
Когда пришло время атаковать, Джай Син рванул вперед. Его тело превратилось в черный туман, и в следующее мгновение он высвободил всю свою ауру, обрушивая на скелет мощный удар. Скелет мгновенно отреагировал. Темно-красная рука пробила пространство и оказалась перед Джай Сином, хватая его. Тот, несмотря на свою силу, был вынужден немедленно защищаться. Его кулак, наполненный Дао Ци, столкнулся с костяной ладонью. Грохот потряс зал, но результат оказался неутешительным для Джай Сина. Он отлетел назад, отступив на 10 шагов, тогда как скелет лишь чуть пошатнулся. Именно эта зрелищная битва со скелетом святого изображена в трейлере. Понимая, что в одиночку ему не справиться, Джай Син в ярости закричал, требуя помощи, и на этот раз другие эксперты не могли больше оставаться в стороне. Старейшина племени Небесного Феникса, глава Танчжэн, почтенный Бинхе и Сяо Янь объединили усилия и вступили в бой со скелетом. Многим казалось странным, что Сяо Яня взяли в этот опасный бой и поставили в один ряд с мощными почтенными воинами 4-й и 5-й звезды. Вскоре началась настоящая битва. 5 почтенных воинов, окружив скелет, одновременно обрушили на него свои мощные атаки. Скелет, хоть и был невероятно силен, начал терять силу под их натиском. В разгар битвы Сяо Янь заметил странные письмена, вырезанные на костях скелета. Он понял, что это может быть техника Дао Ци класса Тянь. Это открытие потрясло его, так как это самый редкий класс техник Дао Ци, даже сильнее класса Ди. Но у него не было времени разбираться, так как схватка еще не была закончена. Настоящим сокровищем был сам скелет. Вот почему старый призрак Джай Син полез к нему. Он либо заранее знал об этом, либо догадался раньше остальных. Сяо Янь сосредоточился и снова активировал пламя. Его ладонь с силой ударила по груди скелета. Под высокой температурой кости обнажились. Не все они были покрыты письменами, а только нижние ребра. Это не оставляло сомнений, внутри скрывалась техника Дао Ци класса Тянь. Скелет действительно оказался невероятно силен, если даже 5 почтенных воинов до сих пор не могли подавить его. Однако Сяо Янь почувствовал опасность. В следующую секунду из глубины скелета вырвались слова, подобные древнему заклинанию. «Великое небесное сотворение ладони!» Сяо Янь, повинуясь инстинкту, немедленно рванул к выходу. Остальные тоже поспешили уйти. Скелет использовал технику Дао Ци. Все начало исчезать, будто попадало в бездну. Эксперты, не успевшие выбраться, закричали от ужаса, когда их тела внезапно засасывало внутрь этой бездны. Они исчезали, даже не оставляя за собой следов. Сяо Янь ощутил ужас, наблюдая за этим. Это была истинная мощь техники Дао Ци класса Тянь. Даже простая ее тень обладала устрашающей разрушительной силой. Его собственное тело уже начинало ощущать силу всасывания. Если он не ускорится, то неизбежно будет втянут внутрь. Когда черное свечение достигло своего пика, он немедленно использовал технику «Иллюзорное тело», создав двойника и использовав его как точку опоры для ускорения. В результате он сумел вырваться наружу, но его двойник моментально исчез в поглощающей тьме. Танчжэнь, Бинхе и старый призрак Джай Син в последнюю секунду выскочили из зала, рискуя жизнью. На месте зала осталась лишь огромная пропасть, уходящая в неизвестность. Сяо Янь вытер пот со лба, осознавая, что лишь чудом остался в живых. Несколько раз глубоко вздохнув, он взглянул в центр разрушений. Там, в воздухе, неподвижно парил белый скелет. Красный свет в его глазах медленно угас, затем полностью исчез. Очевидно, отпечаток души святого иссяк, и теперь это был просто набор костей. Глядя на него, Сяо Янь почувствовал, как в глубине души разгорается жажда. Ведь внутри этих костей скрывалась невероятно мощная техника Дао Ци. Сможет ли Сяо Янь ее заполучить? Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!